Конфликт между Джаном Яманом и известным турецким продюсером Фаруком Тургутом вспыхнул с новой силой. Поводом стало недавнее интервью главы компании Goldfilm, который категорично заявил, что больше никогда не будет работать с актером. Фарук Тургут – продюсер одного из самых культовых проектов в карьере Джана Ямана – сериала «Ранняя пташка», который принес актеру мировую популярность и был продан более чем в 100 стран. В настоящее время его самым популярным сериалом является «Клюквенный щербет». В интервью журналисту Иззат Чапа продюсера спросили, согласился бы он снова снять Джана Ямана в своем сериале. Ответ был коротким и однозначным – нет. Тургут заявил, что после феноменального успеха «Ранней пташки» поведение актера стало крайне проблематичным. По его словам, именно он в свое время изменил жизнь Джана, поскольку до этого актер снимался во многих проектах, однако ни один из них не добился подобного успеха. Продюсер подчеркнул, что приложил немало усилий, пытаясь урегулировать возникавшие вокруг звезды проблемы. Кроме того, Фарук Тургут заявил, что именно в период наибольшей популярности Джана наложил на него профессиональное вето. По его мнению, если актер однажды решит вернуться в турецкие сериалы, его новый проект ждет провал, так же, как, по словам продюсера, произошло с сериалом «Эль Турко». Стоит отметить, что это далеко не первый конфликт между сторонами. Еще в 2019 году Фарук Тургут отменил запланированный проект с Джаном Яманом в главной роли после громких высказываний актера о партнершах по съемочной площадке. Тогда продюсер заявил, молодой человек стал заложником собственного эго. То, что он сказал, совершенно неправильно, и я категорически этого не одобряю. Вместо того, чтобы говорить об энергии между двумя актерами, он употребил выражение «либидо между двумя актерами». Это абсолютно недопустимо. Новые заявления продюсера вызвали бурную реакцию самого Джана Ямана. Актер опубликовал эмоциональное обращение, в котором жестко раскритиковал бывшего продюсера. Джан Яман заявил: «Ты рассказываешь, что будто бы наложил на меня вето или якобы поставил крест на моей карьере. Ты говоришь, что Эль Турко провалился и еще что-то в этом духе. Между тем, сериал совсем недавно был продан в США, а на престижной платформе в Испании стал самым просматриваемым проектом. И это далеко не все его достижения. Только потому, что упустил меня в Вайяпым, ты еще и потребовал у Диснея 100 000 евро, убеждая людей, будто между нами существовало какое-то соглашение. Ты даже там пытался помешать моему сотрудничеству. А Сандакан сейчас покоряет весь мир и уже собрал практически все возможные награды в Италии. Впрочем, неважно. Я настолько доволен тем, чего достиг в своей карьере, что могу сказать лишь одно – спасибо за все зло, которое ты мне причинил. В итоге оно пошло мне только на пользу. Благодаря успеху «Ранней пташки», которая была продана более чем в 100 стран, ты по сути избежал банкротства. И при этом еще и обманывал нас. Не выплачивал нашу долю от международных продаж, придумывая для этого 1000 уловок. Сегодня мои гонорары за работу за границей уже превышают тот бюджет, который ты способен предложить. Да и уровень твоих проектов меня больше не устраивает. Ты и сам это прекрасно понимаешь. Именно поэтому тебя так разрывает от злости, продюсер Мясник. Годами ты мешал другим продюсерам приглашать меня в свои проекты. А потом, когда я уехал за границу, увидел, что я больше ни от кого не завишу и что мной заинтересовались продюсеры, которые во всех отношениях превосходят тебя. Окончательно озлобился и стал моим врагом. Удобно устроился. Пусть Бог убережет всех актеров от таких продюсеров, как ты. Бездарный, бескультурный, лишенный какого-либо видения. Продолжай мучить молодых, никому неизвестных исполнителей главных ролей своими дешевыми сериалами на турецком телевидении и издеваться над ними. Не пытайся заработать себе популярность, упоминая мое имя. Теперь, когда я тебе ответил, о тебе снова будут говорить и начнут воспринимать всерьез. Считай это моей последней услугой тебе», — написал Джан у себя в Инстаграм. Отметим, что это не единственный конфликт продюсера после данного интервью. Фарук Тургут также сделал неоднозначные заявления об актерах сериала «Клюквенный щербет». Некоторые из них уже ответили продюсеру. Делитесь своим мнением в комментариях. Спасибо за просмотр.